Приветствую и доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 8-я серия Пиратов Черной Лагуны. Погнали! Эпизод 8. Большой переполох. Большой переполох. Да тут каждую серию большой переполох. Сьетте, Панама. А, мы же находимся в Панаме. Панамский островок. Посмотри, с пистолетами сзади. Когда-то я был служащим в Токио, Мы а помним. теперь доставляю грузы в Восточно-Китайском море. Нормально, что? Им точно бухгалтера не хватало. Вот, груз доставлен. Подпишите, пожалуйста. На кой хрен подписывать? Может кто-нибудь подписать? Чувак, ты продаешь нелегальщину. На кой хрен подпись? Обычно это не получается. Маленькая компания по доставке грузов. Чтобы заработать на еду, иногда мы нарушаем закон. Ну все в порядке, Рок. Да, они даже расписались. Все нормально, бумаги Никто подписаны. же должен быть груз. Ты его взял? Ну, как бы сказать... ну да. Что-то не так? Если все в порядке, пусть они еще раз задействуют кран и спустят сюда груз. Хорошо. Ну что, он начал справляться самостоятельно. Ну и что? Впрочем, для него нет ничего нового. Работа специально для белого воротничка. Пока да. Он не слишком беспокоится о грузе. Пока. Вроде нет. Как всегда. Обычное мелкое поручение картеля. Я пересчитал ящики, как просили. И ответную посылку тоже забрал. Молодец, что? Это оно? Вы что, издеваетесь, да? Как только пришвартуемся, передадим его покупателю. Из колумбийской мафии. Реви, тащи его в каюту. Ну, пошли. Вы что, ребенка похитили? Не упирайся. Сюда. Давай. Лезь. Куда ему лезть? Что его? Она его в ящик 100% какой-то засунет. Кажется, его сейчас стошнит. Профи он пока не стал. Это... Рок. Мы доставляем грузы. Перевозим что надо, куда надо. Ну и... На этом наша работа заканчивается. Понимаешь? Понимаю. Я к пацану привязываться не собираюсь. Он из-за этого пацана сейчас начнет там колететь. 100%. Я обожаю этого пацана. Черт. А ну иди сюда. Все, пригнулись все. Рок, Хочешь увидеть, что ты ел на завтрак? прости, ты не можешь с ним понянчиться вместо Реви? Сейчас я тебе покажу. Лучше Ее бы. профессионализм сейчас не впрок. Плохо, если в посылке будут дырки. Сукин сын. Воспользовался моей добротой. Какой добротой! Хватит. Чего уставился? Каюту ему жирно будет. Лучше связать и подвесить в трюме. Мерзавец. Мы посреди моря, он не сбежит. Связывать не обязательно. Заткнись. Ну пиццу-то за что? Ну это святое. Хоть и ненадолго, но нам придется побыть в одной лодке. Может, не стоит швыряться едой? Вам ничего не добиться. Святая Мария видит все это. Бандит. Чего? Святая Мария все это видит? Мне особо нечего ответить. Я же помогал с похищением. Это верно. Не такой, как эта женщина с татуировкой или негр. Чувствует. Ты похож на нормального. Это верно. Наверное. На бандита я еще только учусь. Так, прошел подготовительные На корабле курсы. мне ничего не сказали. Меня куда-то продали. Хороший вопрос. Ну давай, отвечай. Ты же хотел с ним поболтать? Понянчиться. Боишься? Ничего. Мой отец меня спасет.
Отец? Так ты не сирота? Интересно, кто его отец сейчас? Кто это сказал? Картель? Они врут. Мой отец принадлежит одной из 30 благородных семей Южной Америки. 11-й наследник дома Лавлес, Диего Хосе Сан-Фернандо Лавлес. Я его единственный сын. Однажды я стану главой дома. Гарсия Лавлес. Хочешь сочувствия? Зря. Если уж врешь, придумал бы что получше. Тебе не кажется, что он врет? Да какая. Что я с этого получу? Упрямый какой. Его отец 100% наркобарон. Лавлес. Это беднейший из 13 домов. Хотя в такое проще поверить. Ну да, в последнее время дела не очень хорошо шли. Но мы как-то справлялись. Отец очень хороший человек. Он никогда не занимался ничем незаконным. Дела Правда? шли не очень хорошо. Но плантации давали доход. Пока не пришла мафия. Значит, тебя украла мафия. Хорошо ты умеешь выдумывать. А что он делает у тебя на лодке, ты Они думаешь, пришли, а? чтобы купить нашу землю. Геологическая разведка показала, что там есть лантаноиды. Чего? И когда отец отказался, они показали свое настоящее лицо. Начали разорять фермы. Но отец так и не поддался. Поэтому я здесь. Лантаноиды? Редкоземельные металлы. Ты про периодическую таблицу слышал? Ну-ну. Где ты такие слова узнал? Ты мне не веришь. Ну ладно. Поверить не так-то просто. Что мне сделать, чтобы ты поверил? Что ты знаешь про редкоземельные элементы? У нас нашли лютеций. Че? Атомный номер 71. Его используют в керамических проводниках. Ну как? Плохо, да? Да, выдумал. Другой вопрос. У семейства Лавлес была собака. Что ты про нее А ты откуда знаешь? знаешь? Это легко. Пес появился у нас 6 лет назад. Его зовут Ласло. Это белый. Вальпино итальяно. А откуда он знает? Реви, Рок там слишком долго. Это точно. Подумай. Сейчас он выйдет и скажет, там нельзя Наверное, этого парня. увлекся. Еще как увлекся, ребят. Расскажет нам печальную историю и попросит его отпустить. 100%. Сейчас прямо. Ну вот, вижу по глазам. Как они его хорошо уже узнали, а? Странно. Не нравится мне все это. Думаю, надо подождать с передачей его мафии. Картель лжет. Если он лжет, значит, есть проблема. Рок, не надо жалеть груз. Это ребенок. Начнешь жалеть, не заметишь, как сам на его месте окажешься. Пока это дает прибыль компании, проблем нет. Понимаешь? Проблем нет. Мир будет продолжать вертеться, даже если справедливости в нем нет. Не могу сказать, что мне его совсем не жалко. Но я также уверен, что наш клиент лжет. Я работал в геолого-разведывательном отделе компании. Я знаю, что такое редкоземельные металлы. И о семье Лавлесов он все точно говорит. Я помню документы из южноамериканского подразделения. А, все ясно. Состав семьи и так далее. Отлично. Отлично, Рок. Ты блестящий бизнесмен. Воистину. Возьми с полки пирожок за это. Вам нужен как-то такой, как бы. Но решает тут дач. Я сделаю, как он скажет. Не понимаю. Как только они схватили парня, им надо было только объявить выкуп, и точка. И все. Зачем все скрывать и продавать его дальше? Я не знаю, почему они держат все в тайне. Кстати, правда. Но почему они решили его продать, совершенно ясно. Почему? Они разозлились. Мафия и картели не выносят, когда им пытаются швырнуть что-то в лицо. Так? Ну, видимо, они очень сильно захотели отомстить уже и плевать на землю. Реви, если дело в потере лица, то могут быть всякие сложности. Да. Стоит немного застраховать наш груз перед доставкой.
Попрошу балалайку узнать, что происходит. Правильно. Надо же, необычно. Да, Дач о чем-то просит. Связь картеля Манисареры и семьи Лавлес. Поможешь нам? У нас тут уже есть одно дело, связанное с Манисарерой. Правда? Ты вовремя, Дач. Спасибо. Я твой должник. Но поскольку мы лишь подстраховываемся, могу я попросить не форсировать события? Боюсь, это невозможно. Почему? В нашем деле, когда события начинают форсироваться, они как тайфун. Тогда желаю не терять хладнокровие. Хорошо. Искать тебя в офисе? Нет, мы будем пить в желтом флаге. Ну вот, Рок, нужно проверить еще одну вещь. Будет ли папа Лавлес тратить личные сбережения на ситуацию с заложником, как утверждает мальчик? А, Не похоже. почему? У них сейчас денег только на одного слугу есть. А, Слугу? Какого? У них служанка, вроде. Думаешь, служанка побежит спасать своего маленького принца? Выйдет прикольно. Мгм. Вы сейчас прикалываетесь, да? Вы сейчас прикалываетесь? Это что, служанка, что ли? Это прикол такой, да? Так. Ну, не успела закончиться одна классная сюжетная арка. Я про этих нациков. Как у нас завязалась вторая классная сюжетная арка. Похитили ребенка. Перепродали ребенка. И он оказался, вот случайным стечением обстоятельств, оказался у Дача и команды. И этому ребенку очень повезло, что у них очень такой, скажем так, морально сознательный член труппы имеется. Умудрился расспросить. Спокойно все выяснил. Ну они же не просто оружие перевозят или что-то какой-то бред, они живого человека переводят. Дач понимает, что сейчас, если это произойдет, то есть переход с одного ребенка на другой, это немного другая категория. Это не груз, это живой человек. А торговля людьми, ну это такое, немного не вписывается в имидж его компании. Он перевозит, да, из пункта А в пункт Б, но это уже вообще за рамки выходит. Ребенок, ну, Дача явно сейчас сильно используют. И очень было бы некрасиво, если бы он попал в такую очень некрасивую ситуацию. Ну как некрасивую ситуацию? Просто перед людьми это неправильно. А кто знает, может быть другие откажутся потом с ним работать из-за этого. Все-таки какой-то кодекс чести надо же иметь. Еще хорошо, что Рок у них в команде. Он хотя бы все досконально изучивает и узнает. Они вообще знали, что ребенка надо перевести? Нет, ну скорее всего они знали, но они не знали, кто это. Это обычный, не просто обычный ребенок. Кстати, они до этого не умудрялись поинтересоваться. Ну ладно. Ну сейчас балалайка все выяснит, но если уж защищать ребенка, ну скорее всего вот это и случится. Вот, скорее всего это такая сюжетная линия, что маленький ребенок попал к бандитам, его надо перепродать, но эти бандиты проникаются к нему любовью, и месиво пойдет направо и налево. Короче, мексиканским, колумбийским картелям сейчас наступит Кузькина мать. Благодаря русской мафии. И последний кадр. Это был вообще финиш. Одна служанка поехала за ребенком. Чё за бред? Вы чё за бред? Нет, ну ладно, хорошо, если бы поехала, но почему она в форме? Это вообще полный абзац. Нет. Я вообще удивлюсь, если сейчас она окажется такой боевитой, боевитой мамаситой, которая всех мочит направо и налево. Поехали. О, тут как раз. Кишка у нее не танка, соваться в такое место.
Нино, на-на, на-нино, трирам. Ту-ту-ту-ту-ту-трам, та-там. Что? Что ты говоришь? Я всего лишь одинокая путница, прибывшая сюда из Южной Америки. Да, что-то... Я ищу место, где пропал мой земляк, чтобы найти его. Ваш земляк? Совершенно верно. Земляк такой милой девушки. Она имеет в виду... Здесь нет людей из Южной Америки. Да? Мы не можем точно ответить. А есть кто-то, у кого можно узнать? Здесь есть такое место, девочка. Но это настоящее логово бандитов. Но мне Ничего кажется, страшного. что ей Если пофиг. я смогу узнать о судьбе моего земляка, Я бы не советовал туда ходить. пожалуйста, не волнуйтесь. Она 100% боевитая девчонка. Боевитая мамасита. О, сейчас как раз Дач, Рок, Рэви, Бэйби, все здесь. Приплыли. Ну, сейчас будут. А? Шагай вперед. Давай живее. Ну ладно, ну чё ты так, а? Ведешь себя не по-взрослому. Вообще. Сама ведь была такой. Тогда плати мне как няньке. Не шучу. Рэви, Садись давай. слушай, хватит уже. Что? И ты тоже? Понравилось нянчиться? Хочешь пойти к ним в слуги? Думаю, слуга из тебя будет получше, Да что с ней чем такое? моряк. Ладно, я все понял уже. Хозяин, как вам понравился Минт Джулеп, будешь говорить? Будешь как старый черный Джо, жить в окружении дюжины других слуг и Задолбала работать в ты свое уже, а? У удовольствие. нее рот не затыкается. Я же говорил, у нас только одна служанка. Ее зовут Роберта. И Роберта. хоть она и служанка, она не так уж хорошо умеет работать по дому. Да, у нее таланты в другом. Молока не держим. Тогда можно воды? Я только сегодня приехала, и пока ничего здесь не знаю. Ищу своего колумбийского знакомого. Сдержанная девочка. Это бар. Закажи настоящий напиток. Дура. Я только сегодня приехала, и пока ничего здесь не знаю. Ищу своего колумбийского знакомого. Может быть, вы подскажете, кому? Она специально на нервы давит. Уважаемая, я что, похож на туристическое агентство или бюро по найму? Нет. Она растяпа. Чистить и убирать не умеет. Но Роберта гораздо сильнее тебя. Думаю, у нас будет Ой, как страшно. время это узнать. Надеюсь, она не будет в меня кидаться чайниками. У нас будет классная дуэль. Вот я уже чувствую. Если это правда, то я поверю, что Иисус рассекал на байке по дороге 66. По дороге 66. А она тебе показывала силу? Нет, но я помню одну вещь. Какую? Мы жили в доме отца. Очень мирно жили. Роберта, мой отец и я. У меня почти не было друзей. Поэтому Роберта играла со мной. Я любил мериться силой, потому что каждый раз побеждал Роберту. А она проигрывала каждый раз. Но? В тот день мы тоже мерились силой. Когда они пришли, чтобы угрожать отцу. Угу. Она догадалась, что происходит, намного раньше меня. Как только она заметила их, она будто окаменела.
Я пытался победить ее, как обычно, но рука у нее Окаменела такая, вообще не сдвинуть. была Нифига как себе. стальная. Роберта специально мне проигрывала. У нее был повод вести себя как слабая служанка. Тогда я это прикрытие. понял. Видимо, она там этих мафиози их очень сильно на кол посадила, и поэтому этого ребенка не просто для шантажа похитили, а вообще перепродать решили из-за этого. Потому что она там уже... Мама. Ну, то, что она расспрашивала. Обнищавший аристократ. Жена умерла 4 года назад. На фото глава семьи. Диего. Единственный сын Гарсия. И единственная прислуга в доме – служанка. Нехорошо. Не нравится мне это. Что? Товарищ сержант, взгляните сами. Ничего не замечаете? Глаза воина. Вот именно, сержант. И это не все. Она из диких псов. У меня к тебе дело, женщина. Я слышал, что кто-то здесь, одетый как служанка, ищет колумбийскую мафию. Костюм у нее такой, какие только в кино показывают. И любой дурак ее моментально запомнит. Ты нас искала? Что тебе надо? Она на живца их Кто ты берет. такая? Я очень желала встречи с вами. Вы же, я полагаю, из картеля Манисарера. Я служу семье Лавлес. Я хочу задать несколько вопросов. Именно задать? Прошу прощения. Я могу показаться вам грубой. Вы это слышали? Показаться грубой. Очень смешно. Что ты можешь, милая? Боюсь, что не смогу отступить. Прошу Господи, прощения. все ясно, что с этим зонтиком. Вот хотел сказать, но не говорил. Типа а-ля пингвин. Да. Короче, все очень красиво приняло в оборот. Вот за это мне и нравится это аниме, потому что вот какой бы сюрреалистический бред здесь ни происходил, все потом логически объясняется. Вот все потом логически объяснено. Ну, конечно, вот приехала она, одета как служанка. Вообще это характеризует немножечко такое жесткое преувеличение в подобном жанре мультипликации. Это присутствует. Но хотя бы здесь трудится объяснить. Нет, конечно, можно и намного другие, более такие менее такие красочные, менее красочные методы можно употребить, чтобы тебя заметили, но здесь хотя бы объяснили, почему она вот так сейчас одета. Она одета и всех расспрашивала вокруг направо и налево по одной причине. Чтобы ее запомнили и через 2-3 часа, чтобы кто-то получил очков, точно стуканет колумбийскому картелю. Вот 100%. Ее повсюду бы нашли за пару часов. Она потом пошла в самое людное место, в самое такое людное место, где 100% ее заметят. Вот 100%. Села и просто ждала, пока сами к ней придут. На живца взяла, на себя. Да, только там, мне кажется, начнется сейчас настоящая мексиканская дуэль. То есть там сейчас картель, она и Дач со своей командой. Это будет вот кто против кого. Вот кто против кого. Зная ситуацию, особенно такую критическую, да, сейчас картель там с Дачем не будут объясняться, кто, за кого, почему. Там, короче, все друг на друга начнут палить, и все захотят забрать ребенка себе. Почему? Да пофиг почему. Главное, что это все из-за этого пацана. А если это из-за этого пацана, значит, надо этого пацана забрать себе, а потом будем разбираться. Кто, зачем, почему, на кого наехал. Ну, это была классная серия. Спасибо огромное, что смотрели вместе со мной. Увидимся уже на 9 серии «Пиратов Черной Лагуны». Удачи!